Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Эд Ширан выпустил свой пятый студийный альбом, называется он Equals, или же знак равно. Собственно, продолжается у нас тема математики. Перед альбомом вышло два довольно крупных сингла, которые называются Bad Habits и Shivers. Про Bad Habits у меня был отдельный ролик, про Shivers не помню, но релиз большой, Эд Ширан артист AA+ уровня, соответственно, конечно же, нужно поговорить об этом альбоме. Как обычно, у меня новозеландский Spotify, я слушаю релизы где-то за 10 часов до выхода их в СНГ. Альбом Ширна выходит 29 октября в СНГ. Хочу я кратко поговорить обо всех песнях с альбома, прям совсем кратко, перейти к выводам, обсудить, как всегда, есть что. Если вы большой фанат или фанатка Эда Ширана, и вдруг, ну так случилось, так бывает, вы очень плохо воспринимаете обоснованную критику, лучше выключить этот ролик сейчас, чтобы просто не расстраиваться. А мы поехали. Открывает альбом Эда Ширана песня Tides. И сразу же нам Эд Ширан в целом заявляет довольно важную строчку, которая звучит как Everything has changed, but I'm still the same somehow. В этой песне это объявляет, что жизнь вроде как сильно поменялась, у него родилась дочка, и в целом песня посвящена ей, и в целом это довольно приятная композиция для опенера альбома, вообще сойдет. Довольно милая идея, может, композиция как-то сильно не цепляет, но она, по крайней мере, приятненькая. Второй у нас идет Shivers, это второй сингл с этого альбома. Я не помню, был ли у меня обзор на Shivers в рубрике «Кратко», но на всякий случай скажу, что Shivers это еще менее удачное, чем Bad Habits в плане попытки звучать как The Weeknd и Джастин Бибер в одном лице. Не получается у Эда это, я считаю, вообще. Третьей идет композиция First Times, такая она типа очень чувственная, очень вот это вот любовь-морковь, мы с тобой познакомились, у нас такие чувства, эмоции, я так тебя люблю, давай жить вместе, давай родим 100 детей, и у нас все будет хорошо, и мы умрем в один день. Вот Эд Ширан, Эд Ширан. Проблема у меня вот с этой песней в том, что она такая простая, и это не та простота, которую, вот знаете, приятно слушать, когда какое-то повествование. Мне вот слог Эда Ширана на этой песне напоминает песни для четырехлеток. Такое чувство, что он объясняет детям, которые ничего не понимают, что-то этой композиции. Потому что если перевести слова в любую другую плоскость, это примерно текст из разряда «Стоит стол, стол стоит на полу. Стол сделан из дерева, а дерево растет за окном». Вот это примерно та же самая лирика, только тут, ну, естественно, у него там любовь-морковь. Я не против того, что есть лирика такая, знаете, общная, то есть которая зайдет всем. То есть не все должны писать, как даже Лана Дель Рей, которая, понятно, не самый там прям заумный автор в мире, но у нее тексты довольно сложные, в них много подтекста, их нужно разбирать. Окей, не все так должны делать, но не надо же писать песню, как, не знаю, для Даши путешественницы, только романтическую. Пятая композиция Bad Habits. У меня есть отдельный ролик на эту тему. Меня под ним, по-моему, захейтили, но это не Эд Ширан. Это звучит как какой-то непонятный поп-певец, вылезший из ниоткуда, который пытается косить под эру After Hours The Weeknd, но в более такой еще попсовой обработочке, чисто под радио. И да, понятно, что я эту песню послушал миллион раз, потому что спасибо всем торговым центрам этой планеты, которые играют эту песню везде, спасибо радио, спасибо вообще всему, потому что эту песню нам впихнули в глотки. И то есть, если я ее услышу, ну, возможно, у меня не возникнет каких-то рвотных позывов, но сам лично я на Spotify ее не включил ни разу, кроме вот когда я обзор пилил. Это настолько натянуто, это настолько как-то ему не свойственно, и это не то, что артист открывает в себе новые грани, как-то развивается. Нет, это артист, который явно вместе с лейбом такие: о, это звучание зашло, давайте сделаем точно так же, только они почему-то не подумали, что артист вообще никак не вяжется с этим стилем музыки. Пятый трек Overpass Graffiti. Эд Ширан в довольно запоздалой попытке пойти в диско звучание
Ну, как-то вообще не то. Она как бы вот настолько никакая, что ты ее как бы послушал, как бы, ну, окей, песня и песня, ничего в ней там супер страшного нет, но минуты через 2 я уже вообще не помнил, о чем она. И сейчас вот я говорю о том, что у меня записано, я не помню, как она звучит даже примерно. Шестой трек The Joker and the Queen. Баллада под пианино. Звучит как баллада. Красивенько. Эд Ширан всегда их умел писать. Поэтому в целом приятненько. Хорошо, что есть. Седьмой трек Have Your Life. Ну вот настолько ну вот ни о чем. Вот я не могу себе представить ситуацию, в которой человек, послушав эту песню, скажет: «Вау, это то, что я искал всю свою жизнь». Сейчас вот прям добавлю в плейлист и буду слушать на репите. Это вот, ну, просто, ну, филлер на альбоме, который и так состоит из филлеров. Восьмой трек Collide. Эта песня для какого-то не очень хорошего романтического фильма. Вот прям я ее слушал, и в голове возникали картинки, знаете, какой-то вот пары, когда идет вот монтаж любви. Вот они там где-то бегут в парк, потом они забегают к себе в квартиру, начинают там целоваться, потом у них там что-нибудь случается. То есть вот это вот. И вот не самый хороший фильм, но вот который, знаешь, смотришь такой, окей. Девятая композиция Two Step. Тут он решил добавить немножко грува и, как в старые добрые времена, зачитать в треке. Нравилось ли мне, когда Эд Ширан зачитывал на своих там первых двух альбомах? Да. Нравится ли мне, когда среди альбома о соплях и о любви Эд Ширан решает зачитать о соплях и о любви? Нет. Это настолько тут не в тему и не вписывается, что вместо желания прислушаться возникает желание поскорее это выключить. Десятая песня Stop the Rain. Я ее опишу одним предложением, и вы его, скорее всего, все поймете. Эта песня равно Евровидение, 21 место в финале. К 11 композиции уже просто невозможно не замечать, что они все одинаковые, абсолютно. Это одна и та же тема, написанная разными словами, а иногда и одинаковыми словами, скажу я вам по секрету. Они все абсолютно об одном и том же, кроме первой песни, где там хотя бы какое-то разнообразие про дочку. Поэтому как бы и 12-я песня Within Hours, которая тоже выходила до альбома и была самой адекватной из этих трех песен, это очередная аранжировка песни Thinking Out Loud и Perfect, а Perfect была, опять же, аранжировкой песни Thinking Out Loud. А тут даже слышно местами рифы из Perfect, которые вот я правда терпеть не могу. 13-я песня Sandman, и тут какая-то вот песня, как, не знаю, из рекламы турагентства для всей семьи. Полетим в Турцию, чтобы дети были здоровы. Я так понимаю, эта песня больше подразумевается как его послание дочке, то есть такая песня для ребенка. И окей, возможно, но почему мы это слышим на альбоме, который будут слушать не двухлетние дети? Вопрос. И почему она тогда звучит, ну, как для детского канала? Ну, то есть, понятно, можно сделать песню для ребенка, сделать ее какой-то чувственной, красивой, описать метафорами, чтобы мы, как взрослые люди, как слушатели его музыки, послушали и такие: да, здорово, он написал песню о дочке, как же круто. А тут это прям, ну, чисто Baby Shark. 14-я композиция финальная Be Right Now. Тут поинтереснее оказался инструментал. К сожалению, все остальное осталось прежним. На этом альбом закончился. Давайте переходить к выводам. Ну, я думаю, вы поняли, нет смысла что-то таить, скрывать и какую-то интригу нагнетать. Это херовый альбом, и ничего с этим поделать невозможно. И при этом не надо меня записывать в каких-то хейтеров. У меня, естественно, как у любого другого человека, есть предубеждения о многих артистах. Я за индустрией слежу очень много лет. Естественно, у меня есть какие-то любимчики, какие-то не очень. Но при этом, когда я оцениваю музыку, я всегда отбрасываю свои ожидания, какую-то любовь, нелюбовь, там, спорная ситуация. То есть я безумно люблю первые два альбома Эда Ширана. Я считаю их классными, я их слушаю до сих пор. Я хотел побывать на его концерте. У меня большие вопросы были к альбому Divide, потому что там уже все начало катиться очень быстро по наклонной, но
Divide я готов терпеть хотя бы ради того, что на нем была лучшая песня в карьере Эда Ширана, это Castle on the Hill. Да, потом все пошло совсем плохо с Number Six Collaboration Project. Эд Ширан стал, в принципе, каким-то противным. Но подходя к этому альбому, вот сегодня, когда он вышел, я сел и такой, ну, он же умел, ну почему нет? Давайте вот обнуляемся и слушаем альбом нормально. И уже к, не знаю, пятой, шестой песне я понял, что нифига подобного. Эд Ширан сыт мне в уши, это нехорошо. Он каким-то образом умудрился написать одну песню и растянуть ее на весь альбом, потому что да, окей, Эд Ширан себе выбрал нишу того, что у него все хорошо в жизни, он женился, у него родилась дочка, это здорово, это классно. И, возможно, в каком-то моменте это дает меньше полета вдохновению, потому что он пишет про себя в основном. То есть понятно, что всегда самые такие альбомы, которые цепляют, это альбомы о других эмоциях, не таких счастливых. Это расставание, это какие-то трагедии, это депрессии, еще какие-то вот, знаете, тяжелые эмоции. То есть почему мы любим Адель? Потому что она классно пишет о более сложных эмоциях, не таких, что вот у меня все хорошо, я люблю тебя, а ты любишь меня, а я пукнул в туалете, а ты засмеялась, и мы так с тобой здорово проводим время, а еще у нас дочка родилась, и вообще я жду, когда мы состаримся и будем жить вместе долго и счастливо. Вот это вот весь Эд Ширан, и он одинаковый, то есть он даже не пытается углубляться в какие-то вещи. То есть отношения не бывают идеальными. Почему бы не пойти в эту сторону? Что вот я стал отцом, у меня есть жена, но бывают такие-то и такие-то вещи. Или хотя бы пойти уже, ну, в выдуманную вселенную. Ну, ты же артист, ты же музыкант, ты же автор. Ну, почему не пойти уже в выдуманный мир? И создавать какие-то истории, мир, там, людей, локации там, это тоже здорово, это может быть интересно, но когда ты 45 минут альбома вещаешь одну и ту же мысль, даже без попытки как-то углубиться в нее же, то есть все его мысли, они вот на уровне восьмилетнего ребенка, что вот я люблю тебя, ты любишь меня, у нас с тобой так все классно, любовь до гроба, конец. Это все, что мы вынесли с этого альбома. И это не круто, и я не понимаю, кому это может нравиться. У меня вот, знаете, возникает такое чувство, что такие песни, такие альбомы могут зайти только очень сильно влюбленным парочкам, и, знаете, из разряда, которые делают себе футболки парные с их селфи совместными. И не для рофла, а по-серьезному. Ну вот, возможно, таким. То есть Ширин в данный момент пишет песни уровня One Direction из 2013 года. Только разница в том, что One Direction это была группа, направленная на маленьких, в основном девочек или там мальчиков, для которых вот «Любовь, морковь, я люблю тебя, ты красивая» — это понятная тема. У Эда же Ширина, ну, не такая таргет-аудитория. Он не бойсбенд, он не сладкий там 20-летний мальчик. Чё тут вообще пошло не так? Единственное, наверное, забавно то, что Эд Ширан выпустил этот альбом прямо перед Хэллоуином, и в каком-то плане его можно назвать страшилкой для людей, у которых есть музыкальный вкус. Такие вот дела. Что касается оценки, знаете, я 4 раза ее поменял за последние несколько часов, и, естественно, ни одна из них не была высокой, но в конечном итоге я решил, что я ставлю этому альбому оценку 4.4 из 10. Хэштег разочаровало. Что вы думаете об этом альбоме? Мне было бы очень интересно почитать ваше мнение. Понятно, что я выпускаю ролик раньше, поэтому жду комменты уже там 29-го, хоть от кого-нибудь. Мне было бы очень интересно почитать. А у меня, пожалуй, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.